Большинство владельцев BMW даже не подозревают, что половина скрытых функций их машины никогда не показывалась нормально в инструкции. Некоторые из них могут автоматически закрывать окна, показывать реальную температуру двигателя, проверять аккумулятор прямо через приборку и даже перезапускать некоторые системы автомобиля. Но самая интересная функция спрятана прямо у тебя на руле, и 90% владельцев BMW о ней не знают. В этом видео я покажу скрытые функции BMW, которые реально полезны и могут сильно упростить жизнь владельцу. Поехали! Система поддержания заданной скорости круиз-контроль. Система способна запоминать и поддерживать определенную скорость автомобиля на уровне не ниже 30 км в час. Система включается только при работающем двигателе. Включение системы. Для активации системы необходимо повернуть ключ зажигания в положение 2 и следующее положение. Нажмите клавишу на рулевом колесе. На комбинации приборов загорится контрольная лампа. Теперь системой можно пользоваться. Выключение системы. Необходимо нажать на клавишу и удерживать ее, пока не погаснет контрольная лампа на приборной панели. Система поддержания заданной скорости также выключается при повороте ключа зажигания в положение 0. Значение скорости в памяти стирается. Ввод и поддержание текущей скорости, ускорение. Нажмите и отпустите клавишу с обозначением плюс. Система запомнит и будет поддерживать текущую скорость. С каждым последующим нажатием клавиши скорость увеличивается на 1 км в час. Удерживайте клавишу с обозначением плюс нажатой. Автомобиль разгоняется без нажатия на педаль газа. Когда вы отпустите клавишу, система запомнит и будет в дальнейшем поддерживать достигнутую на данный момент скорость. Для замедления необходимо нажать и отпустить клавишу с обозначением минус. С каждым нажатием скорость уменьшается примерно на 1 км в час. При удержании клавиши в положении минус, при условии, если в данный момент скорость регулируется системой, произойдет автоматический сброс газа и произойдет замедление движения. Когда вы отпустите клавишу, система запомнит и будет в дальнейшем поддерживать достигнутую на данный момент скорость. Перерыв в работе системы. При выключении системы круиз-контроля нажмите эту клавишу. Контрольная лампа продолжает гореть. Когда появится необходимость, вы сможете снова восстановить и поддерживать хранящуюся в памяти скорость. Кроме того, работа системы автоматически прерывается при торможении, при переводе рычага селектора КПП из положения драйв в положение нейтраль, если долго завышать или занижать заданную скорость, например, при воздействии на педаль акселератора. Что необходимо сделать для восстановления записанной в память скорости? Необходимо нажать на клавишу, система доведет скорость до заданного значения и будет ее поддерживать. А эти кнопки управляют мультимедиа, радио CD и телефоном. Кнопки с обозначением плюс и минус, регулировка громкости аудиосистемы. Кнопки со стрелками вверх-вниз, переключение, поиск радиостанций или треков в CD-чейнджере. Кнопка «Говорящая голова», включение голосового управления или ответ на входящий звонок, в том случае, если установлен Bluetooth модуль. Кнопка RT, переключение режима отображения между радио, CD и телефоном на панели приборов. На дорестайлинговой 4-спицевой версии руля до 2003 года выпуска можно найти кнопку включения и выключения режима рециркуляции воздуха, либо обогрева рулевого колеса. Также встречается на некоторых спортивных версиях. Если заглушить автомобиль и достать ключ зажигания с замочной скважины, нажать рычаг включения дальнего света, то на 30 секунд загорится ближний свет. Функция называется «Проводи домой», работает на фарах с линзованной оптикой и ксеноновыми лампами. Нажимаем и удерживаем клавишу включения дальнего света, и через некоторое время у нас загорается ближний свет. Далее закрываем машину, и свет автоматически выключится через 30 секунд. Довольно полезная функция доводчиков стекол. Если между стеклами и дверью появится какое-то препятствие, эта функция не даст закрыть стекла до конца. Активируем, ставим руку, и доводчик автоматически понимает, что у него есть препятствие, и не дает закрыть стекло. Функция «Стояночные огни» используется в темное время суток, когда машина стоит на обочине трассы. Машина заглушена и габариты выключены. Включаем поворотник и смотрим. Светится габарит с той стороны, в которую включен поворотник. Как видите, габаритные огни включены только в одной фаре. При открытии дверей загорается свет в салоне. Для того, чтобы свет больше не загорался, нужно нажать кнопку включения освещения и подержать ее некоторое время в нажатом положении. При открытии дверей свет не загорается. Для того, чтобы вернуть в штатный режим, достаточно один раз нажать на кнопку.
А эта функция специально для тех, кто забывает или не знает о существовании поворотников. Смотрите, при нажатии на рычажный переключатель вниз срабатывает левый указатель поворота и моргает стрелочный индикатор указателя поворотов на приборной панели. А при переключении рычажного переключателя в верхнее положение срабатывает правый указатель поворота и на приборной панели загорается стрелочный индикатор поворотов в правую сторону. Функция «Комфорт». При удержании кнопки открытия на ключе автоматически открываются передние стекла, затем задние и панорамный люк. При удержании кнопки закрытия на ключе сначала закрывается панорамный люк, закрываются задние стекла и передние стекла. Хочу добавить, что данная функция не активна у автомобилей с американского рынка. Ее можно активировать путем кодирования. При включении задней передачи правое зеркало заднего вида автоматически опускается в нижнее положение, для того, чтобы было лучше видно бордюр, ограждение или бровку, и вы не поцарапали колесные диски во время движения назад. Когда переключаем с селектора КПП в положение Drive или паркинг, зеркало заднего вида возвращается в свое стандартное положение. Данную функцию можно отключить, если переключатель зеркал находится в левом положении. Если мы поставим переключатель в правое положение, при включении задней передачи зеркало будет стоять на месте. Если вы закрываете автомобиль в ночное время суток и вам нужно, чтобы в машине загорелся свет, достаточно еще раз однократно нажать на кнопку закрытия на ключе, и свет включится в салоне. Также включится подсветка, которая находится в нижней части зеркала заднего вида. Достаточно удобно в ночное время суток для того, чтобы проверить и удостовериться в том, что машина закрыта. Заводим машину. При включении аварийной сигнализации аварийка будет работать в постоянном режиме. Если вы включите поворотник, аварийка гаснет и включается поворотник. Достаточно удобно при буксировке автомобиля. Как оказалось, мало кто знает, как работает и какие режимы есть у селектора переключения передач. У нашего селектора есть положение S – Sport. В данном положении машина будет затягивать передачи и делать их более длинными. При кратковременном нажатии селектора в положение с обозначением плюс мы перейдем в ручной режим переключения передач. Машина не будет переключать следующую передачу до момента повторного нажатия селектора в положение плюс или при понижении передачи путем переключения селектора в положение минус. Для выхода с ручного режима управления коробкой передач возвращаем ручку в положение Drive. Для того, чтобы выключить монитор, нам нужно найти пункт «Выключить монитор» и подтвердить нажатием правой кнопки. Для включения монитора повторно нам нужно кратковременно нажать на кнопку, и наш монитор активируется. Если в передней или задней фаре перегорела лампа ходовых огней, автоматически включится лампа поворотников и будет светиться в пол накала до момента устранения неисправности и замены лампы на новую. Если оставить одну из дверей открытой на длительный промежуток времени, подсветка в салоне автоматически погаснет. Расположение прикуривателей в автомобиле. 12-вольтовый прикуриватель в правой части багажного отделения. Работает только при включенном зажигании. Расположение прикуривателей в салоне. Тот прикуриватель, о котором все знают. Это прикуриватель в центральной консоли под декоративной крышкой, прикуриватель в задней части подлокотника и прикуриватель, о котором мало кто знает. Расположение прикуривателя под перчаточным ящиком. Этот прикуриватель удобно использовать для подключения дополнительных устройств или для подключения компрессора для подкачки шин. Еще одна скрытая функция, она пригодится, если вы припарковались в темном месте и есть необходимость обозначить расположение автомобиля для других водителей для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Для этого нужно нажать на рычажный переключатель вниз для активации подсветки парковочных огней с левой стороны или нажать рычажный переключатель вверх для активации парковочных огней с правой стороны. Многие думают, что эта кнопка отключает звук при кратковременном нажатии, но это не так. При нажатии на эту кнопку не только отключается звук, но и ставится композиция на паузу.
Еще одна полезная функция, которая может пригодиться зимой. Если машина закрыта, закрыты центральные замки, лючок бензобака также закрыт, открыть его снаружи не выйдет. При открытии машины срабатывают центральные замки, и фиксатор лючка бензобака также срабатывает, разблокирует лючок бензобака. Если механизм замерзнет или сломается в закрытом положении, открыть лючок снаружи не будет такой возможности. Для этого в правом заднем крыле BMW предусмотрели специальный пластиковый тросик зеленого цвета с изображением бензоколонки, при помощи которого можно открыть лючок бензобака изнутри. Для этого достаточно просто потянуть за трос, и лючок бензобака откроется. Для того, чтобы назначить нам нужную радиоволну на определенную кнопку на магнитофоне, нужно выбрать радиостанцию и придержать на пару секунд кнопку, на которую мы хотим назначить эту радиоволну. Таким способом можно назначить все пронумерованные кнопки на магнитофоне. Если вы передвигаетесь на машине в дождь и у вас включены стеклоочистители в непрерывном режиме, то при остановке у вас будет автоматически включаться режим через один. После начала движения стеклоочистители автоматически перейдут в непрерывный режим. Для того, чтобы перевести щетки стеклоочистителя в вертикальное положение, нам нужно повернуть ключ зажигания в первое положение. Далее нам необходимо перевести рычажный переключатель в положение 1 и выключаем зажигание. Теперь наши стеклоочистители находятся в сервисном положении. Далее можно безопасно производить замену щеток стеклоочистителя на новые. Для того, чтобы вернуть дворники на место, необходимо повернуть ключ зажигания в положение 1, и наши дворники становятся в исходное положение. Надеюсь, данное видео будет полезным. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До встречи на канале.